Японии разработала рекомендации по нормам употребления алкоголя. Мужчинам ежедневно можно выпивать не более 40 грамм чистого алкоголя, женщинам 20. Это примерно пол-литра пива, 200 миллилитров вина или 60 виски. При этом эксперты призывают сокращать потребление настолько, насколько это возможно, поскольку даже небольшое количество может увеличить риск заболевания раком и повышение уровня артериального давления. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Перемирие наступает в 7 утра пятницы. Хамас тянет время и выдвигает новые требования. Мы не заканчиваем войну. Популисты у руля. Орбан шантажом выпросил таки помощь у ЕС, чтобы не мешать помощи Украине, а в Нидерландах на выборах победил подобный политик. Этого действительно никто не ожидал, даже сам Герт Вилдерс, потенциальный премьер-министр. Армия РФ обстреляла Чернобаевку, есть раненые и погибшие. Полиция документирует последствия очередного военного преступления оккупантов. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Власти Катара подтвердили сделку между Израилем и террористами Хамас. Она вступит в силу в пятницу в 7 утра по местному времени. Договорились о временном прекращении огня. Хамас освободит только 13 из 50 пленных, о которых договаривались ранее, сообщает Иерусалим-Пост. Тем временем израильские военные задержали директора больницы Аль-Шифа в Газе. Мухаммеда Абу Сальмию подозревают в том, что он позволил Хамас использовать больницу в качестве командного центра группировки. Сейчас его допрашивают. Мы не заканчиваем войну. Мы будем продолжать ее до победного конца, идя вперед и продолжая действовать в других районах, где действует Хамас. Число популистов в Европе растет. На выборах в Нидерландах победила ультраправая партия «Свободы». Ее глава Герт Вилдерс – опытный политик и большой популист. Но такого большинства, как на этих выборах, у него еще не было. Вилдерс – антиисламист, сторонник ужесточения миграционной политики и идеолог выхода Нидерландов из ЕС. Его часто сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом, а к числу его сторонников относят Марин Ле Пен и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Я занимаюсь политикой уже 25 лет, и это самый счастливый день в моей жизни. Мы стали партией номер 1. Так что я очень горд, я очень счастлив, и это приносит с собой большое чувство ответственности. Мы сделаем так, что Нидерланды снова будут для голландцев. Мы ограничим цунами убежища и миграции. У людей снова будет больше денег в кошельке. Западные СМИ считают, что с приходом Вилдерса к власти коалиция правых политиков в Европарламенте усилится, и повестка Евросоюза может существенно измениться. Одним из первых, кто поздравил Вилдерса с победой, был именно Орбан. Это землетрясение. Можете назвать это землетрясением. Никто не ожидал такого результата. Партия Свободы, которая являлась более или менее радикальным популистским изгоем в голландской политике, становится крупнейшей партией. Возможно, даже партией премьер-министра. Этого действительно никто не ожидал. Даже сам Герт Вилдерс, потенциальный премьер-министр. Евросоюз выделил Венгрии 900 миллионов евро, чтобы премьер-министр Орбан снял свои возражения против помощи Украине. Еврокомиссия утвердила авансовые выплаты Будапешту его замороженной доли в фондах восстановления. Ранее Венгрию исключили из программы по преодолению последствий коронавируса из-за коррупции и нарушения правительством Орбана принципов демократии. Теперь он таки продавил свое и написал письмо Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием полного пересмотра политики ЕС в отношении Украины. Венгрия заблокировала решение ЕС, которое в противном случае ожидалось бы в следующем месяце, о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро до 2027 года и начале переговоров о вступлении с Киевом. Будапешт также приостановил реализацию плана по предоставлению Киеву военной помощи ЕС в размере 20 миллиардов евро и выступает против санкций в отношении России за ведение войны.
Аргентина за мир, но на условиях Украины. Новоизбранный президент Хавьер Милей предложил президенту Зеленскому провести в своей стране мирную конференцию по Украине с участием стран Латинской Америки. Пока что главы государств поговорили по телефону. Зеленский по итогам разговора поблагодарил Милея за его четкую позицию. Пообщался с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем и поблагодарил его за четкую позицию. Никакой балансировки между добром и злом, лишь четкая поддержка Украины. Это хорошо видят и ценят украинцы. Обсудили, как мы можем развивать отношения между Украиной и Аргентиной, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки. Я проинформировал новоизбранного президента о нашем прогрессе в воплощении формулы мира и отметил важность участия Аргентины в наших общих мирных усилиях. Путин приехал в Беларусь на заседание ОДКБ. Это первый его визит в Минск с декабря 2002 года. Лукашенко же ездил в Россию к Путину в 2023 минимум 5 раз. В саммите ОДКБ также участвовали президенты Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Премьер-министр Армении Пашинян на саммит не приехал. Лукашенко снова завел любимую пластинку про ядерное оружие в угоду хозяину из Кремля и даже угрожал НАТО за то, что стратегические бомбардировщики посылали сигналы протестующим в Минске. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларусь. Понятно кому. На этом фоне упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории, российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю в 100-й раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся дипломатическому, так называемому, этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом. Это реалии сегодняшнего дня. Только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене. Уехать шансов все меньше. Белорусам вводят новые ограничения прав и свобод. Настоящее возвращение в СССР. Правительство Республики Беларусь опубликовало постановление, согласно которому тот, кто планирует уехать на ПМЖ, должен лично обратиться в подразделение по гражданству и иммиграции МВД. Его сотрудники проверят, не ограничен ли выезд за границу, нет ли данных о человеке в базе правонарушений, все ли налоги заплачены, нет ли обязательств по алиментам и так далее. Для военнообязанных также требуется согласие военного комиссариата. После получения разрешения в паспорт поставят специальную отметку. Раньше живущие за границей белорусы могли оформить выезд на ПМЖ через посольство республики. Напомню, что в сентябре также власти Беларуси запретили получать и менять паспорта в белорусских посольствах. Финляндия решила закрыть почти все КПП на границе с Россией. Премьер-министр Петери Орпо заявил, работать будет только один из них. Пограничные переходы будут закрыты с полуночи пятницы до 23 декабря. С начала августа около 700 просителей убежища, в основном из Африки и Ближнего Востока, въехали в Финляндию через границу с Россией. Это рекордное число. Они туда массово добираются на велосипедах. По мнению европейских властей, Россия снова намерена провоцирует миграционный кризис. Власти РФ пускают в страну мигрантов без документов. На прошлой неделе Финляндия закрыла половину из 8 пограничных пунктов, но это не остановило поток мигрантов. Мы максимально проинформировали Россию о ситуации, использовались дипломатические каналы и обычная пограничная связь. В то же время мы должны принимать и принимаем решения. Наша задача – обеспечить безопасность финнов и охрану границы. Задачей правительства также является обеспечение властей необходимыми инструментами и поддержкой для каждой ситуации. Поэтому сегодня правительство приняло решение о закрытии большей части КПП. Открытой останется только пункт Рая-Йосепи. Этим мы посылаем четкий сигнал о том, что мы не приемлем такое поведение и хотим нормализировать ситуацию. Россия создала и допустила это, и она же способна решить проблему.
Армия РФ ударила по Чернобаевке. На момент записи выпуска известно о 3 погибших и 5 пострадавших. Глава Офиса президента Украины Ермак подтвердил обстрел предварительно кассетными боеприпасами. Повреждены 60 жилых домов, некоторые из них разрушены. Чернобаевка находится неподалеку от Херсона. В мирное время рядом действовал аэропорт. Село освободили от оккупантов чуть более года назад. Враг совершил мощный артиллерийский обстрел Чернобаевки в Херсонской области. 3 погибших. 5 человек получили ранения разной степени тяжести. Более 60 жилых домов и хозяйственных построек повреждены. Травмированным оказывается медицинская помощь. Полиция документирует последствия очередного военного преступления оккупантов. Спіли з дітьми забігти в угол, просто, як ото кажуть, дві стінки. У нас землянка, слава Богу, що стіни товсті. І то, мабуть, нас і спасло, скоріше всього. Різав капусту, різав морковку, там хотів щось зварити. І зайшов, вийшов, вірніше, з кухні. І тут як дамбануло, і я вилетів повністю в сусідню хату. Вот. И тут началось. Это вся ерунда. А дальше уже не пам'ятаю. В Украине запустили продовольственный поезд для помощи жителям деоккупированных территорий. Состав будет кормить украинцев, у которых нет света, газа и воды, и которым приходится жить в условиях разрушенной инфраструктуры. Ежедневно в поезде могут готовить по 10 тысяч порций. Первой гостьей поезда стала посол США в Украине Бриджит Бринк. Она разрезала индейку в честь Дня Благодарения в США. В будь-якому разі це буде і Херсон, це буде і Донецькі регіони, це буде Харківщина, і буде там і регіони там біля Дніпра. Просто всі ті регіони, де ми потрібні. Окрім того, що у нас будуть планові потяги, ми також будемо реагувати на якісь ситуації, які не можемо передбачити зараз. Мы все здесь, потому что мы поддерживаем Украину, ее победу и ее восстановление. Поэтому я не могу дождаться, когда увижу этот продовольственный поезд и попробую великолепный ужин в честь Дня Благодарения. Нет другого места, где бы я хотела побывать, чтобы отпраздновать этот особенный для американцев праздник, когда мы благодарим. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!